Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю настоящее всеми любимое французское мороженое пломбир. Пломбир было придумано в 19 веке в городке под названием Пломбир-ле-Бен и очень быстро стало популярным во всем мире. А особенно вкус пломбира ценился в советское время с ярким молочным вкусом настоящего молока и сливок. Рецепт полностью соответствует как по вкусу, так и по текстурным характеристикам советской технологии приготовления этого десерта. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В сотейник с желтками вливаю молоко и добавляю сахар. Перемешиваю ингредиенты на умеренном огне до легкого загустения. По мере уваривания заварная основа начинает густеть, из нее обильно идет пар. Очень важно активно и в темпе перемешивать, не останавливаясь, иначе есть риск, что желтки свернутся. Желтковую смесь нельзя кипятить, иначе она может подгореть и налипнуть на дно сотейника. Как только увидел, что желтковая смесь загустела, выключаю огонь. Готовность также можно определить по бороздке на ложке, если провести по ней пальцем. Заварную основу процеживаю через сито, перетирая лопаткой, чтобы все невмешанные желтковые фрагменты остались на сите. Накрываю плотным материалом и оставляю до полного остывания. В ледяную тару из морозильника вливаю хорошо охлажденные сливки. А как правильно взбить сливки и почему сливки не взбиваются, читайте в моей статье по ссылке в описании к рецепту. Добавляю ванильный экстракт. Взбиваю на средних оборотах миксера до получения густого и стабильного крема. Друзья, если понравился рецепт, поставьте лайк и напишите комментарий. Тогда я буду точно знать, что мои публикации на канале интересны. Ваша активность не только продвигает канал в рейтинге, но и мотивирует меня делать качественный контент с проверенными и отработанными рецептами, которые я лично тестирую на своей кухне. Вот такой очень плотный и устойчивый сливочный крем, который стабильно держится на лопастях миксера, у меня получился. Убираю сливки в холодильник. В холодные сливки вливаю остывшую заварную смесь. Перемешиваю миксером до однородности. Невмешанный крем снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Правильно приготовленная сливочная основа по консистенции напоминает сметану или густой йогурт. Перекладываю пломбирную смесь в пластиковую тару. Немного выравниваю, сотрясая тару. Накрываю крышкой. Убираю в морозильную камеру на 1,5 часа. Спустя 1,5 часа извлекаю тару из морозильной камеры и тщательно вымешиваю пломбир плотной лопаткой или ложкой. Это делается для того, чтобы избавиться от молочной кристаллизации. Накрываю крышкой и убираю в морозильник. А спустя 1,5 часа вымешиваю пломбир еще раз крючками миксера. Вымешиваю основательно, чтобы не было крупных фрагментов, которые образовываются по краям тары. Выравниваю лопаткой и убираю в морозильник до готовности. Дополнительно украсил пломбир тертым шоколадом и вишневым вареньем. Кстати, друзья, напишите в комментариях, какая чаша для меня, потому что очень люблю именно этот вкус в мороженом. Мороженое пломбир получилось очень вкусное и натуральное. Точно такое, как изготавливалось в советское время. Сливочный вкус пломбира понравится абсолютно всем. Даже тем, кто спокойно относится к сладкому. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.